Всем привет! Вашему вниманию предлагаю вторую часть гайда по игре на вертолетах. Ссылка на первую в описании. Итак, продолжим. Стабилизация прицела. К примеру, третьего лица указываю на нужную область, жму F, потом переключаюсь на камеру птурщика и дальше работаю уже. Но слежу, чтобы нос вертолета сильно в другую сторону не отвернулся. Можно и в прицеле стрелка стабилизацию включать тоже. На более современных вертолетах можно захватывать цель. Делается это кликом F точно по цели, работает как в прицеле стрелка, так и от третьего лица. При повторном нажатии на стабилизацию появляется кружок точной корректировки. Можно выцелить конкретное место танка для поражения или при выстреле птуром по самолету, например, задать поправку, если птур сам не успевает доворачивать. Или изначально захват цели произошел некорректный в целом. Для демонстрации следующей полезной механики возьму вертолет попроще, без возможности захвата цели. Мне этот вариант стрельбы помог не сломать глаза, выцеливая пиксели, пока не дошел до Ми-35 с возможностью захвата цели. В чем состоит суть? Если в прицеле стрелка навестись на нужную точку, на нужный пиксель, и после из прицела выйти, птур будет лететь точно в тот пиксель, который вы выцелили в приближении. То есть можно выстрелить в прицеле, навестись хорошенько, потом сменить камеру от третьего лица и, например, пострелять нарами или еще какие-то маневры сделать. Также важно помнить, что автозахват может иногда неверно работать. Например, если две цели близко находятся, в таком случае выделится обычно область между ними. На скриншоте можете посмотреть о статистике, сколько боев на каких вертолетах мне понадобилось для покупки Ми-28НМ. Пропустил я Ми-24П, он мне показался бесполезным для ПВЕ. Прокачал следующий вертолет на Ми-24А, так как на его БРе легче и быстрее качаться в ПВЕ. Позже, пока прокачивал в топ Ми-28НМ, открыл, не покупая К-29 и К-52. Теперь перехожу к общим советам по ведению боя. Заодно покажу пару стартов боев ПВЕ на низкоранговом хорошем вертолете Ми-24А и топовом. Лучшие карты для ПВЕ это плоские. Вьетнам, Афганистан, городские типа мегаполиса. Худшие с множеством гор и, конечно, каньон. Можно сразу выходить из миссии, если карты эти попались вам. В начале боя ПВЕ дождитесь появления меток на противника и только потом стартуйте на вертолете с ближайшей площадки. Почти все вертолеты немного тянет вправо. С включенным ручным управлением креном можно просто немного влево всегда наклоняться, чтобы компенсировать это. Самое важное в ПВЕ это всегда сначала сбривать зенитки. Обычно они начинают стрелять с расстояния 3,5 километра. На некоторых особенных картах, вроде каньона, могут и обычные конвойные танки из пулеметов сильно дамажить. Нужно быть аккуратным. Зенитки Роланд на высоких БРах попадают ракетами в радиусе примерно 6,5 километров. При покупке каждого нового вертолета рекомендую сразу проверять максимальное расстояние, на котором долетают нары и достреливает пулемет или автопушка. К примеру, нары могут стрелять на 3,5 километра, а пулемет или автопушка на 1,5 или 2,5. Стрельба с зависания. К примеру, ваш птур стреляет с 4 километров, а зенитки начинают дамажить с 3,5. Ведем верт до примерно 4200-4300 метров, жмем зависание, ожидаем пока вертолет остановится, и это будет как раз в районе 3,8-3,9 километра. Ждем опускания носа, чтобы запустить птур, а далее вести птур можно уже и с поднятым носом. В зависании, если нужен пуск, опускаем нос чуть-чуть, стрельнули, отпустили и ведем дальше тур. Баллистические вычислители для наров может не отображаться на прицельных линиях дополнительными косыми черточками. Для того, чтобы исправить это, просто опустите ненадолго нос в землю, и указатель изменится и начнет опять корректно указывать место потенциального прилета наров.
Зенитки можно в крышу из пулемета дамажить хорошо. Танки нарами в бок и крышу тоже хорошо. Урон пропускают. Также в крышу хорошо автопушкой дамажить на высоких БРах. В целом полезно заучить, куда какую технику лучше пробивать. После поверженных зениток зависай рядом с группой противников на расстоянии 100-500 метров и расстреливай из пулемета всех. Именно такой вариант хорошо работает, пока нет захвата цели на вертолете. Ну или ракетами расстреливать, смотря какое вооружение есть и есть ли баллистический компьютер. Многие летают в ПВЕ с бомбами. Они очень тяжелые, но при определенной стратегии могут быть достаточно эффективны. Мне лично значительное замедление вертолета с бомбами не понравилось. Особенно на и без того медленном Ми-4. В ПВЕ захват цели может на большом расстоянии захватить область рядом с движущейся техникой. Тут верить нужно именно захвату. В большинстве случаев именно сама техника неверно отображается. Это известный баг. Иногда птуры начинают лететь очень криво и слабо управляются. Был баг раньше, после примерно часа игры в ПВЕ. Если так происходит, попробуй отлететь чуть дальше, нос выставить ровнее и еще попробовать пострелять птурами. Если не помогло, значит нужно заканчивать миссию, уже нормально не поиграть. В целом, туры лучше по носу вертолета всегда пускать, чтобы случайно не потерять их во время ведения. На ранних вертолетах не стоит агриться на самолеты, разве что они совсем близко будут. Плюс самолеты сами могут хорошо надамажить пулеметами. Некоторые вертолеты при РШГ равном нулю хорошо опускаются контролируемо и не дергаются на земле. Но некоторые могут наоборот пытаться сдвинуться по любому легкому движению мышкой. Рекомендую всегда дополнительно зажимать РШГ в понижение, Ctrl по умолчанию. В таком случае активируется тормоз на земле, или же включать автозависание и выкручивать РШГ в ноль. Теперь расскажу о типах заданий в ПВЕ. Основные и прибыльные — это зачистки при наступлении на сектор или обороне. Причем, если на ваш сектор была атака, скорее всего, из вашего сектора уже будет ответная атака вскоре. Есть конвой, который обычно тоже несложно уничтожить. Однако есть смысл хотя бы одну технику оставлять из этого конвоя, чтобы она доехала, и по приезду будет развернуто наступление на ваш сектор с последующей ответкой. Это тем самым приведет к появлению кучи ботов. Атаки самолетов на любителя. На некоторых вертолетах можно их фармить тоже хорошо. Атаки вражеских баз. Лучше издали уничтожать зенитки и базу саму. Или иметь рядом какое-то укрытие, так как эти базы имеют обыкновение резко восстанавливаться с зенитками вместе, и можно быстро получить ракету или прицельный залп. Также есть смысл убивать только зенитки на этих базах, чтобы не мешали, а саму базу оставлять на периоды, когда других целей не будет. И последнее. Захват посадочных площадок приземления. Самое простое, причем захватывать площадки можно одновременно нескольким вертолетам. Главное вместе не заходить на посадку, так как возможность провалиться в текстуру соседнего вертолета появляется только если он уже приземлился на площадку. После захвата желательно приземлиться на любой своей базе для завершения задания. На Ми-4 немного нужно будет помучиться, хотя на начальных вертолетах других наций намного сложнее приходится. В любом случае, следующие вертолеты в разы приятнее, так что страдать до топов не нужно будет точно. Когда получится приловчиться к ПВЕ, к примеру, по окончанию миссии будете регулярно занимать место в топ-3, есть смысл использовать бафы на экспо. Полезно выучить, на каком значении РШГ вертолет висит без включения автозависания. Особенно в ПВП полезно контролировать положение вертолета, находясь в прицеле стрелка. Нашел для себя недавно новую стратегию в ПВП для ленивых на топовых вертолетах. Заключается она в висении над своим филдом на небольшой высоте, без автозависания, естественно. Плюс в том, что ловушки можно не жалеть, да и птуры по 3-4 запускать в каждую цель. Также при критических попаданиях довольно часто можно успеть посадить вертолет на площадку и отремонтировать. Даже если уже ваша смерть была засчитана, но при этом вы не успели разбиться. Смысл в том, чтобы подниматься над филдом ровно настолько, насколько минимально нужно для обзора основной территории с танками. При срабатывании предупреждения о пуске ракеты сразу уходим вниз
Также не забываем периодически поглядывать в сторону вертолетной площадки противника, да и в целом по сторонам, чтобы не пропустить заход на вас вражеского самолета. В ПВП не держите РШГ постоянно в 100%. Как исключение только при полете прямолинейно. При маневрировании выбирайте его значение так, чтобы ОБР был как можно ближе к 100. Обычно это что-то около 75-85%. Если вы завышаете значение РШГ, то перегружаете двигатели, и ОБР выделяется красным. Тем самым значительно снижаете свою маневренность и подъемную силу несущего винта. Не снижайтесь при весенней со слишком большой скоростью, так как есть шанс попасть в вихревое кольцо и уйти в неуправляемое падение. Если вертолет получил серьезные повреждения, к примеру, один двигатель красный, второй желтый, попробуйте снизить РШГ до такого значения, чтобы ОБР перестал быть красным. При недавнем подобном случае снизил РШГ к 40%, скорость упала примерно в 2,5 раза, но при этом вертолет остался на ходу, и таким образом я смог спокойно долететь до филда, починиться. В противном случае обычно тяга вскоре пропадает и вертолет камнем падает. Ссылки на полезные подобные моему гайды добавлю в описание. Сам по ним учился и благодарен авторам. На этом все. Надеюсь, мои советы кому-то окажутся полезными. Пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.